Итак, как же добиться таких результатов? Полив проводится, естественно, под корень. Друзья, всем привет! В этом видео я покажу вам один из лучших сортов лилийцветных, или как их еще называют, королевских тюльпанов. Этот сорт называется Elegant Lady, элегантная леди. Действительно, это, пожалуй, один из лучших сортов тюльпанов в моей коллекции, который поражает своей красотой. Сейчас тюльпаны находятся в начальной стадии цветения. Некоторые еще вот только начинают раскрывать бутоны. На других же уже бутоны раскрыты. В этом видео я вам расскажу о том, как добиться максимальной высоты и устойчивости, то есть хорошего стебля толстенького добиться на тюльпанах, какие нужны для этого подкормки. Вот так выглядят тюльпаны на картинке, на этикетке от пакетика. Вот смотрите, высота у них указана 60 сантиметров. Тюльпаны Elegant Lady. Ну и вот так они выглядят в натуре. У меня они пошли в большую желтизну, более желтый цвет показывает, а вот розовые края листиков, лепестков точнее, пока еще не так сильно проявлены. Возможно, это связано с освещением, то есть место у меня здесь не очень освещенное, полутень, поэтому возможно, что вот такой вот приобрели тюльпаны более желтый оттенок. Но от этого они, конечно же, не стали выглядеть хуже. Тюльпаны действительно очень достойные. Это один из лучших, на мой взгляд, лилийцветных сортов тюльпанов. У меня есть и другие сорта, о которых я ранее рассказывал. Ну и сейчас я возьму рулетку и покажу вам высоту данных растений. Итак, смотрите. Средняя высота действительно примерно около 60 сантиметров. Но в моем случае очень большое количество растений выросло до 70. Я уже провел небольшую срезку на этой небольшой грядке. И вот очень много у меня растений, которые достигло этой высоты 70 сантиметров. И это еще не предел, потому что вот это растение, которое вы сейчас видите в кадре, оно еще способно немного вырасти. Итак, как же добиться таких результатов? Очень важный момент в уходе за тюльпанами, чтобы добиться их максимального роста и также размера бутона, это, конечно, подкормки. Выбор почвы также важен, но тюльпаны достаточно неприхотливые растения, они мирятся с любыми практически почвами, желательно им, конечно, нейтральные, но подходят практически любые. То есть тюльпаны, они достаточно неприхотливы. Но вот чтобы они максимально дали и показали свои качества, нужны подкормки. Для подкормки тюльпанов во время цветения и для наращивания луковиц, формирования деток, самый лучший вариант в этот период подкормить монокалий фосфатом. Это минеральное удобрение, которое в своем составе содержит два макроэлемента, два важных компонента питания тюльпанов в этот период. Это фосфор и калий. Вот такое количество удобрений я добавляю в 10 литров. Монокалий фосфат очень хорошо растворяется в воде, очень быстро. Немножко помешали, и раствор готов к подкормке. Полив проводится, естественно, под корень. Вот этого количества, 10 литров раствора, я использую примерно на 2 квадратных метра гряды. А вот еще один очень красивый и интересный сорт лилийцветных тюльпанов. Сорт называется Fire Wings.
огненные крылья. Растет он у меня на одной грядке. И его я тоже сегодня подкормлю монокалий фосфатом. Всем большое спасибо за просмотр. Хорошего вам цветения.